Всем привет, друзья! Решил записать рабочий процесс создания лоу-поли модели лампы для мобильного приложения. В данном ролике я подробно опишу каждый этап работы, но если останутся вопросы, задавайте их в комментариях, с удовольствием отвечу каждому. Ну все, а теперь мы можем увеличить в нашем видовом окне эту картинку, то есть вот так вот скроллом мышки, да, так как нам удобней. И, собственно говоря, приступить к моделированию. Начинаем мы с самых простых форм. Самая простая форма здесь это наша подложка, да. То есть ее мы в принципе можем сделать боксом. Задаем примерный размер бокса по этим габаритам. Потом в будущем эта подставка будет ставиться на этот бокс, мы его подгоним. Вот здесь вот мы видим ширину примерно, да. Ну, мы будем это все на глаз подгонять. Теперь у нас бокс есть, на котором будет располагаться наша основная деталь, да, нашей лампы. Теперь переходим в Line, бокс мы потом будем редактировать. Пока переходим в линии. Метод интерполяции мы можем в принципе оставить таким, как есть. Я привык делать объект просто корнером, да. Потом в нужных местах я превращаю, конвертирую точки в кривые Безье и уже создаю нужную форму. Итак, давайте начнем. Так как объект у нас симметричный, мы можем начать именно с половины объекта, чтобы у нас объект был одинаково симметричен потом. Итак, создаем первую точку, нажимаем Shift, чтобы у нас ровно эта линия прошла, да? И вторую точку мы создаем примерно в месте изгиба. Вот так вот у нас будет изгиб. Потом, проходя еще один изгиб, мы снова попадаем вот в место изгиба. И доходим до нашей прямой вот линии, да, которая идет по нашему дну. То есть здесь уже идет прямой. Тоже ставим Shift. Ну и примерно до середины дотягиваем эту линию. Вот и все. Такой наипростейшей манипуляции мы уже практически создали этот объект. Теперь смотрите. Переходим в вертексы. Нажимаем правую кнопку мышки. И выбираем Безье. С помощью Безье мы можем ползунками отрегулировать наш изгиб. Видите? Только не забываем включить режим адаптив. Хотя это лоу-поли моделирование, здесь в принципе этот режим создаст слишком много ненужных граней, поэтому в принципе его здесь нежелательно применять, а просто увеличиваем количество steps, шагов до 9. Вот, можно до 10 в принципе. Так, теперь берем вторую нашу точку, тоже превращаем ее в Безье. Также мы ее регулируем. А самую нижнюю точку, так как она у нас здесь идет прямая, а здесь изгиб, мы ее превращаем в Безье корнер. Безье корнер позволяет одну сторону, то есть позволяет точке, да, двигать поочередно. То есть, допустим, если мы выбрали Безье корнер, то мы, схватившись за вот этот вот рычажок, растягиваем только одну сторону. Вторая сторона при этом остается такой же, как и была. Не меняется. Это запомните. И вот мы, собственно говоря, делаем изгиб, да, похожий. Здесь тоже немножко изгибаем, подгоняем по нашему рисунку, по нашей картинке. Все делаем приблизительно на глаз, ну, чтобы было практически похоже, да. И здесь немножко меняем, ну, тут уже как бы на ваш вкус, да, более на ваш взгляд. Потому что в таком положении фигура здесь тоже не идеальная, то есть она идет с искажениями, поэтому ничего страшного не будет, если вы немножечко приврете, да. Все равно модель смотрится хорошо и красиво. Так, только когда вы работаете с Безье вот на таких участках, надо выделять вот эту серединку, чтобы сразу в две стороны у вас, да, мог рычажок ходить, чтобы вам было удобнее это все редактировать. Теперь я перехожу в сплайн, когда мы создали половину нашего, так сказать, вот этой стойки для лампы. И в сплайне мы нажимаем Mirror, поставив галочку Copy. Видите? Мы скопировали данный кусок сплайна и перетягиваем его сюда. Ну вот мы и смотрим. Вот так вот мы его примерно и оставим. Теперь заходим в вертексы, выделяем два этих вертекса. Weld увеличиваем для спайки этих вершин. Увеличиваем здесь размер велда. Нажимаем и удаляем, потому что нам здесь линия не нужна. То же самое мы делаем с этими двумя точками. Тоже выделяем потом эту точку спаяну и нажимаем Delete. Все. Теперь
нам надо задать вот эту толщину, чтобы потом, когда мы к сплайну применим экструд, у нас выдавилось на нужное расстояние, да, и нужная фигура. Как я делаю толщину? Заходим сюда же в сплайн. Некоторые вручную, да, скейлом начинают вот так вот что-то вытворять, делать, да, вот такие фигуры, такие манипуляции. Но это неправильно, потому что так фигура скейлится не по всем направлениям правильно. С помощью же аутлайна вторая линия создается практически так же, как и по всем расстояниям, да, как и первая. То есть везде получаются одинаковые отступы. Вот, пожалуйста. Наша заготовка основания для фигуры готова. Многие спросят, почему сразу не вытянули вот эту вот фигуру. Во-первых, у нее тоже есть изгиб. Во-вторых, ее можно создать отдельной деталью намного проще и быстрее. И вот такой изгиб имитировать из этой поверхности будет сложнее. То есть там разные нарезки надо будет делать. Поэтому ее легче сделать отдельной деталью. Все, создали наш сплайн. Переходим в экструд, применяем модификатор экструд. И в принципе задаем ему размер. Так, ну размер у нас примерно, пускай будет, ну, 4,5 сантиметра, да, даже можно меньше. 4 сантиметра, я думаю, нормально для лампы и как раз для стоечки, чтобы здесь стоечка поместилась и патрон. Вот эту нашу поверхность, давайте сразу мы это все отодвинем, чтобы было удобнее редактировать. Вот. И теперь наш бокс превращаем в editable поле. Эти все объекты мы центрируем, да, чтобы пивот был по центру. И теперь этот бокс можем строго... Нет, давайте мы знаете, что сделаем? Мы сперва... Не, все правильно, мы его отцентрируем по всем осям, да. Вот он стал ровненько в серединку. Теперь мы, перейдя в точки этого объекта и выделяя все точки, мы можем скейлом равномерно растягивать наш боксик, да. Судя по картинке, у нас эта подставка, она не очень-то большая, не очень габаритная и не выступает за изгибы, за вот эти вот фигурные изгибы, да. Она примерно находится напротив них. Значит, по этой оси мы так же самое делаем, да. Вот. Ну, в принципе, похоже, я думаю. Единственное, что не похоже, так это толщина. Меняем толщину. Вот примерно так. И создаем небольшую фаску, чтобы модель совсем не смотрелась топорно в мобильном приложении, да. Это, конечно, не Turbo Smooth, не это, ну, хотя бы минимально. Создаем фасочки. Фаски быстрее создать, выделив полигоны с двух сторон. И, держа зажатым клавишу Ctrl, нажимаем на Edge. Вот мы, собственно говоря, перешли на наши Edge. Здесь мы применяем чамфер. Можно, в принципе, использовать треугольный, потому что здесь, во-первых, небольшая фаска. Во-вторых, пройдясь дополнительно вот по этим ребрам, сразу, да, если их фаской не делать, а вот так вот пройдясь потом, мы в итоге получаем правильный четырехугольник в углу все равно. Вот таким методом, собственно, создается наипростейшая фаска. То же самое мы сделаем с этой фигурой. Посмотрим, она у нас стоит плотненько здесь. Вот. Для того, чтобы сделать здесь фаску, накидываем модификатор Edit поле. То же самое мы проделываем с полигоном. Выделяем полигоны. Нажимаем. Ну, здесь немножечко не такая ситуация, поэтому правой кнопкой мышки я просто выбираю Convert to Edge. В контекстном меню конвертируем в Edge. Переходим в чамфер. Вот. И, собственно говоря, здесь мы делаем вот такую вот манипуляцию, да. И тоже, видите, здесь у нас получается треугольник, поэтому мы пока что подождем, да. Мы не будем спешить. Сделаем пока что Edge. И пока уберем вот выделение с этих. Это, так сказать, опорные Edge создались автоматически. Смотрим, чтобы у нас нигде больше не было опорных эджей выделено, чтобы аккуратно сделалась везде фасочка. Все. В принципе, везде ставим 0,05. Этот параметр мне нравится.
потому что с этим параметром фаска выглядит аккуратной и нигде не происходит никаких нарушений или скосов. И все. И в принципе создаем чамфер. И вот у нас получилась фигурка с правильными фасками. Этого в принципе достаточно. Для контроля за полигонажем фигуры, так как там ставят какие-то требования особенные, можно включить статистику, выбрать Total Selection, нажимаем Apply. И то есть мы видим не общий полигонаж всей модели, а можем при нажатии, да, на модель, включая F4 Edge Face, чтобы мы видели, что мы выделили. Вот мы видим, что 26 полигонов весит вот этот вот кубик. Эта деталь у нас весит 416 полигонов. Общий вес, да, вот этих двух деталей 444 полигона. Также еще есть инструмент, который называется... по-моему, он называется Polygon Counter. Вот он тоже, в принципе, считает, да, объекты. То есть вы задали какой-то, допустим, объем. Нам надо не превышая 200 полигонов, допустим. Count polygons, да. И все. Вы можете смотреть. На весь объект пускай будет 800 полигонов, да. И то есть здесь видно. Вот мы выделяем и смотрим, вышли ли мы за бюджет данной фигуры или остались в этом бюджете. То есть назвали бюджет, ну это как финансисты подсчитывают, да. Ну вот мы остались в этом бюджете. Поэтому у нас все нормально. Но я привык работать вот с этими цифрами. То есть здесь привычнее, ничего не мешает. Все наглядно видно. Итак, продолжаем дальше. Переходим во фронт. Основная штуковина у нас сделана. То есть вот эта вот деталь.